Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о пустынях. Что мы знаем о них? Многие скажут, пустыня это просто. Где-то на юге, наверное, в Африке, скорее всего Сахара. Песок до горизонта, воды нет, жизни нет. Из растений кактусы, из животных верблюды. Говорят, они месяцами не пьют и жуют колючки. Наверное, те самые кактусы. Но так ли это на самом деле? Только ли в Африке находятся пустыни? Только ли на юге? Откуда там вообще взялся песок? И только ли из песка состоят пустыни? И правда ли, кроме верблюдов там никого не встретишь? И почему в пустыне нет воды? Кругом океаны, моря, реки, дожди идут, а тут ни капельки. Как так вышло? Вопросов к пустыням масса, и скорее всего пустыни полны секретов, которые не видны с первого взгляда. И поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о пустынях поподробнее. Поехали! Начнем с того, что пустыня – это территория, где очень мало осадков, то есть почти не бывает дождя или снега. Само слово говорит само за себя. Пустыня – там, где пусто. Простыми словами, это очень сухое место на земле. Из-за нехватки воды растения там растут плохо или редко, а животные приспосабливаются к трудным условиям. Многие из них могут долго обходиться без воды или активны только ночью. Главное, что отличает пустыню от других мест, это сухость. Поэтому пустыня – это не обязательно песок или жара, а место, где очень мало влаги. Есть несколько факторов, почему возникли пустыни, и у каждой пустыни на нашей планете он может быть свой. Попутно мы поговорим и об этом. А еще пустыни бывают разные. Одни из них жаркие, с песком и палящим солнцем, другие холодные, покрытые льдом. Например, Сахара – жаркая пустыня с дюнами, а Антарктида – холодная пустыня. И начнем мы с антарктической пустыни. Этот регион абсолютных климатических рекордов, занимающий площадь около 14 миллионов квадратных километров. Она официально признана самой большой пустыней на планете, превосходя по размеру даже Великую Сахару. В Антарктиде мало осадков из-за сильного холода. Холодный воздух почти не содержит водяного пара, а значит, из него трудно образуются облака и выпадает снег. Кроме того, над континентом преобладают устойчивые холодные воздушные массы, которые слабо перемешиваются с более теплым и влажным воздухом из других регионов. Внутренние районы Антарктиды находятся далеко от океана, поэтому туда почти не доходит влажный морской воздух. И несмотря на гигантские запасы льда, в Антарктиде в центральных районах выпадает менее 50 мм осадков в год. Сухие долины Макмёрдо – одно из самых сухих мест на Земле. По оценкам ученых, на отдельных участках осадков не было миллионы лет. Мощные катабатические ветры дополнительно иссушают поверхность, унося влагу и усиливая сублимацию льда. Но жизнь здесь все же есть. В подледных водоемах, таких как озеро Ванда или Бонни, а также в сверхсоленом озерце Дон Жуан, а оно солонее даже Мертвого моря, обитают микроорганизмы. Среди них бактерии и водоросли, способные выживать в условиях холода, темноты и высокой солености. Часть из них получает энергию за счет химических реакций, хомосинтеза. Особый феномен – кровавый водопад у ледника Тейлора. Этот поток соленой воды, насыщенный железом, который выходит из подледного резервуара. Здесь существуют микробы, способные дышать железом в условиях почти полного отсутствия кислорода. Даже в скалах есть жизнь. Эндолиты обитают внутри камней, укрываясь от ультрафиолета и экстремального холода. У побережья картина меняется. Здесь жизнь буквально кипит. Пингвины Адели, папуанские и императорские образуют огромные колонии. Над скалами парят поморники, буревестники и крачки. На льду отдыхают тюлени Уэддала, морские леопарды и тюлени-крабоеды. И важно понимать, все это возможно только благодаря океану, который служит главным источником пищи. На Северном полюсе арктическая пустыня, близняшка антарктической, занимающая второе место в мире по площади среди всех пустынь планеты. Она охватывает северные окраины Евразии, Северной Америки и острова Северного Ледовитого океана.
Ее площадь около 13 миллионов квадратных километров. Это лишь немногим меньше антарктической пустыни. Это тоже область крайне низких температур и ничтожных осадков. Как и в Антарктиде, вода здесь находится в твердом состоянии. Одним словом, ледяная пустыня, сковавшая Северный Ледовитый океан. Арктическая пустыня, несмотря на суровый статус, уже не такая безжизненная, как ее сестрица Антарктида. В отличие от почти стерильных внутренних областей Антарктиды, Арктика тесно связана с океаном, который служит гигантским ресурсом энергии и пищи. Здесь обитают белые медведи, моржи и тюлени. Их жизнь неразрывно связана с дрейфующими льдами, которые они используют как платформы для охоты и отдыха. Белый медведь – крупнейший сухопутный хищник, обладает полым мехом и толстым слоем жира, что позволяет ему сохранять тепло даже в ледяной воде. За ними иногда следуют песцы, собирая остатки их добычи, а нет медведя охотятся на леммингов. Летом прибрежные скалы буквально оживают. Миллионы чаек, чистиков и каир образуют птичьи базары. Растительный покров занимает менее 5% территории и сосредоточен в защищенных от ветра нишах. Лишайники и мхи доминируют, так как способны впадать в анабиоз и мгновенно просыпаются при появлении влаги. Уникальные цветковые растения, такие как полярный мак и камнеломка, демонстрируют чудеса инженерии. Их чашеобразные цветки работают как спутниковые тарелки, фокусируя солнечный свет на пестике, а низкий рост всего несколько сантиметров позволяет им находиться в приземном, более теплом слое воздуха, защищаясь от ледяных арктических ветров. Кстати, об Арктике, впрочем, как и об Антарктиде, у нас на канале есть отдельные видео, обратите внимание. Оставив позади ледяное безмолвие полюсов, мы переносимся туда, где слово «пустыня» обретает свой классический смысл. Сахара – крупнейшая жаркая пустыня планеты. Ее площадь около 9 миллионов квадратных километров. Но первое, что важно понять, Сахара не вся из песка. Знакомые нам песчаные моря – эрги – занимают лишь около 20% ее территории. Остальные 80% – это каменистые плато, галечные равнины и суровые горные массивы. В некоторых из них зимой может даже выпадать снег. Так, хорошо. А здесь-то почему сухо? Причина первая – глобальная циркуляция атмосферы. Влажный воздух поднимается над экватором, охлаждается и проливается дождями. Затем уже сухой воздух перемещается к тропикам, где опускается и нагревается. Такой воздух практически не образует облаков. Сахара как раз лежит в зоне этого нисходящего потока. Есть и вторая причина – холодные океанические течения. У западных берегов проходит Канарское течение. Оно охлаждает воздух, снижает испарение и не дает формироваться дождевым облакам. И третья причина – рельеф. Горные цепи на востоке частично блокируют влагу, которая могла бы пройти со стороны Индийского океана. Но так было не всегда. Всего 10 тысяч лет назад Сахара была зеленой. Здесь текли реки, существовали огромные озера, а по равнинам бродили жирафы, слоны и бегемоты. Следы этого прошлого сохранились до сих пор. На плато Тесселина-Джер древние люди оставили наскальные рисунки с изображением животных, которые сегодня не смогли бы выжить в этих условиях. А если взглянуть на Сахару из космоса, становится видна другая картина. Сеть высохших русел рек, так называемые вади. Это следы мощных водных потоков, когда-то формировавших ландшафт региона. Сегодня вади большую часть времени сухие, но под их поверхностью может сохраняться влага. Именно поэтому вдоль них сосредоточена жизнь. После редких ливней они мгновенно наполняются водой, превращаясь в стремительные и опасные потоки. Но даже здесь есть исключение. Это Нил. Река пересекает Сахару, неся воду из влажных регионов Центральной Африки к Средиземному морю. Вдоль его берегов тянется узкая полоска жизни, оазис, ставший основой одной из величайших цивилизаций в истории. Оазисы есть и вдали от Нила. Они возникают там, где подземные воды выходят на поверхность. Эти воды – древние запасы, накопленные тысячи лет назад, когда климат был влажнее. В центре оазиса часто растут финиковые пальмы. Они создают тень и защищают другие растения – гранаты, инжир и овощные культуры. Благодаря этому формируется многослойная экосистема, способная существовать в условиях крайней засухи.
а бывают оазисы-призраки. Иногда усталый путник, идя по пустыне, может увидеть вдали мерцающее озеро или даже очертания зеленого оазиса, которых на самом деле не существует. Это миражи. В пустынях миражи встречаются особенно часто из-за сильной жары и резких перепадов температуры воздуха. Это явление связано не с воображением, а с особенностями распространения света. Миражи – это оптические явления, возникающие в атмосфере из-за преломления света в слоях воздуха с разной температурой и плотностью. Чаще всего их можно наблюдать именно в пустынях или над раскаленным асфальтом, где нижние слои воздуха сильно нагреты. Световые лучи, проходя через такие слои, искривляются, и человеческий глаз воспринимает это как отражение воды или далеких объектов. Существует несколько видов миражей. Нижние миражи создают иллюзию воды на поверхности Земли. Верхние миражи могут поднимать объекты вверх, делая видимыми предметы за горизонтом. Есть также сложные миражи, например, фатаморгана, при которой изображение искажается и растягивается. Но есть в Сахаре и места, где нет оазисов, и жизнь почти невозможна. Одно из них – это плато Тальнезруфт, известная как Земля Страха. Это каменистая равнина, где практически не бывает осадков. А самая песчаная часть Сахары – это не вся пустыня целиком, а ее отдельные области, которые называются эрги – песчаные моря. Самый известный и один из крупнейших – Восточный Большой Эрг. Это огромная территория, покрытая песчаными дюнами, которые могли достигать десятков метров в высоту. Рядом находится и Западный Большой Эрг. Но самое интересное, что большая часть Сахары – это не песок, а каменистые или глинистые равнины. Песчаные дюны занимают лишь 20% всей площади пустыни. Вообще ландшафт Сахары удивительно разнообразен. Здесь есть и черная пустыня, покрытая темными вулканическими породами, и белая пустыня, где ветер выточил из известняка причудливые формы, напоминающие гигантские грибы и башни. По другую сторону Нила лежит Нубийская пустыня, суровая каменистая территория, где почти нет песка, а поверхность покрыта острыми обломками скал. И все же, даже здесь жизнь не исчезает, она приспосабливается. Растения делятся на две стратегии – спринтеры, эфемеры. Годами существуют в виде семян и оживают лишь после дождя, проходя весь жизненный цикл за считанные дни. И марафонцы. Марафонцы же уходят вглубь. Их корни достигают подземных вод, а листья уменьшаются или превращаются в колючки, чтобы сократить потерю влаги. Важно и другое. В Сахаре нет кактусов, они родом из Америки. И если есть только завезенные, их место занимают молочаи, которые независимо развили похожие формы. Пример конвергентной эволюции. Животный мир тоже полон адаптаций. Одногорбый верблюд-дромадер способен переносить длительное отсутствие воды и запасает энергию в жировом горбе. Антилопа адакс почти не пьет, получая влагу из пищи, а антилопа орикс охлаждает мозг с помощью особой системы кровеносных сосудов. Многие животные активны в основном ночью. Появляется феник с огромными ушами, барханный кот с защищенными лапами, а в отдаленных районах скрывается редкий североафриканский гепард. А это тушканчики. Благодаря длинным задним ногам тушканчики быстро прыгают по песку и легко спасаются от хищников. Питаются в основном семенами и растениями. Рептилии и насекомые тоже удивляют. Ящерицы буквально плавают в песке, а гадюки прячутся, оставляя наружу лишь глаза, а скорпионы способны выживать без пищи многие месяцы. Даже жук-скоробей нашел способ выживания. Его шар из навоза помогает сохранять влагу и служит источником пищи и защиты, причем в дальнейшем еще и для потомства. Но в Африке Сахара не единственная пустыня. На юге континента раскинулись еще две уникальные пустыни, которые сильно отличаются от своей северной соседки. Это Намиб и Калахари. Намиб – пустыня, протянувшаяся вдоль Атлантического побережья Африки. Это место, где раскаленные пески встречаются с холодным океаном, создавая один из самых необычных ландшафтов на Земле. И главный архитектор этой экосистемы – Бенгельское течение. Холодная вода охлаждает прибрежный воздух, и при контакте с теплым воздухом пустыни образуется густой туман. Здесь туман заменяет дождь, осадков почти нет, но влага регулярно поступает с океана и проникает вглубь суши.
Ландшафт Намиба формирует одни из самых высоких дюн в мире, до 300, а иногда и до 400 метров. Их насыщенный оранжево-красный цвет связан с окислением железа. Чем старше дюна, тем она ярче. У подножья дюн лежат белые солончаки, создавая резкий контраст цветов. Намиб считается одной из древнейших пустынь планеты. Ее возраст может достигать десятков миллионов лет. Жизнь здесь почти незаметна, но удивительно изобретательна. Литопсы, или живые камни, маскируются под гальку. Наружу выступает лишь пара мясистых листьев. Колчанное дерево, на самом деле гигантское алоэ, накапливает влагу в стволе. Вельвичия – уникальное растение с двумя листьями, которые растут всю жизнь и могут существовать тысячи лет. Нара – колючее растение, чьи сочные плоды становятся источником воды для животных. Среди крупных животных выделяются пустынные слоны. Они способны выкапывать воду в высохших руслах рек, а ориксы приспособлены к жаре и могут долго обходиться без открытой воды. Хищники ведут преимущественно ночной образ жизни. Бурые гиены и шакалы собирают пищу вдоль побережья океана, а в более укрытых местах встречаются леопарды и каракалы. Мелкие животные демонстрируют еще более тонкие адаптации. Сурикаты живут колониями и получают влагу из пищи. Гекконы и насекомые используют туман как источник воды. Еще известен жук-чернотелка. Он поднимается на гребень дюны и собирает капли влаги прямо из воздуха. Вода стекает по его телу прямо в ротовой аппарат. А Калахари – это огромная пустыня на востоке от Намиба. Она занимает около 900 тысяч квадратных километров. С запада Калахари ограничена береговой пустыней Намиб. С востока более влажными саваннами Зимбабве и Замбии. На севере она переходит в заполоченные дельты реки Акаванга, а на юге упирается в реку Оранжевую. В отличие от Намиба, Калахари находится далеко от океана. Влажные ветры с Индийского океана почти не доходят сюда, их перехватывают горы на востоке, поэтому осадков здесь мало, хотя и больше, чем в Намибе. Но испаряется вода моментально и создается ощущение настоящей пустыни. Песок здесь ярко-красный, его цвет от тонкой пленки оксида железа, которая покрывает каждую песчинку. Калахари странная пустыня. Полгода она ведет себя как положено. Жара, сушь, красный песок, редкие колючки. А на полгода превращается в цветущую саванну. Все дело в дождях. С ноября по март, когда в Южной Африке лето, сюда приходят ливни. Воды выпадает не так много, от 200 до 500 мм за сезон, но для Калахари этого достаточно. Засохшие русла рек наполняются, трава пробивается сквозь песок за несколько дней. Дюны, еще вчера голые и мертвые, покрываются зеленым ковром. Взрываются цветы, миллионы разноцветных бутонов, желтых, синих, красных. Воздух пахнет мокрой землей и медом. Из нор вылезают сурикаты, которые прятались от жары месяцами. Они греются на солнышке, чирикают и играют. К водопоям сходятся антилопы, жирафы, слоны. Львы с черными гривами выходят на охоты в высокую траву. Там легче подкраться к добыче, чем на голой равнине. Птицы возвращаются, нектарницы пьют сок из цветов, орлы кружат в небе. В ложах, которые еще не впитались в песок, квакают лягушки. Они тоже умеют ждать дождя годами, зарываясь в ил. А потом дожди уходят. Солнце становится беспощадным, вода уходит в песок за считанные дни, трава желтеет и засыхает. Цветы исчезают, животные уходят на север или закапываются обратно в норы. И Калахари становится пустыней. До следующего сезона, тихая, красная и выжженная. Пересекая Красное море, мы попадаем на Аравийский полуостров. Это самый большой полуостров на Земле, и на 2/3 это пустыня. Аравийская пустыня занимает почти весь Аравийский полуостров. Это 2,3 миллиона квадратных километров песка, камня и гравия. Внутри Аравийской пустыни спрятан настоящий песчаный монстр – Руб-эль-Хали, что в переводе с арабского означает «пустая четверть». Самый большой непрерывный песчаный массив на Земле. Его площадь 650 тысяч квадратных километров. Это больше Франции или 2 Германий. И полностью песок. Дюны здесь поднимаются на 300 метров.
Руб-эль-Хали настолько огромен, что у него свой микроклимат. Летом песок раскаляется, дождей почти нет, местами выпадает менее 35 мм в год. И все-таки жизнь здесь есть. Временами раз в несколько лет проходят ливни, и тогда пустыня покрывается эфемерными растениями. Вообще, несмотря на жару, в Аравийской пустыне живут удивительные создания. Аравийский орикс, белая антилопа с длинными прямыми рогами. К середине 20 века человек истребил ее в дикой природе. Остатки популяции спасли зоопарки, а сегодня ориксов вернули в пустыню. Это одна из главных историй восстановления видов на планете. Песчаная газель – мастер передвижения по дюнам. Ее копыта широкие и плоские. Газель не проваливается в сыпучий песок и может бегать по барханам, где человек увязает по колено. Аравийский полуостров – это царство песка и пассатов. Но стоит пересечь узкий Ормузский пролив и углубиться на восток, ландшафт меняется. Песок уступает место камню и соли. Ветра утихают, а солнце становится еще беспощаднее. Здесь, на Иранском Нагорье, природа не знает середины, только крайности. Иранская пустыня Дэшт-и-Лут – абсолютный рекордсмен. В 2005 году спутник НАСА зафиксировал здесь температуру поверхности плюс 70 градусов. Это самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле. Почему здесь так жарко? Потому что поверхность пустыни покрыта темной вулканической породой. Она поглощает солнечный свет и раскаляется до бела. Воздух над пустыней не двигается, горы блокируют ветры. Но Дэшт-и-Лут славится не только жарой. Здесь находятся звездные дюны, редкая форма песчаных холмов. Они похожи на звезды с лучами, расходящимися во все стороны. Такие дюны встречаются только в нескольких местах на Земле, и иранские самые высокие. По соседству с Дэшт-и-Лут лежит Дэшт-и-Кивир. Соляная пустыня. Это огромный солончак. Поверхность покрыта коркой соли толщиной до 5 метров. Под коркой жидкая соленая вода. Теперь представьте, температура воздуха 50, солнце жарит, соль отражает свет, глазам больно, а под ногами горячая вода, которая на глубине нагревается почти до кипения. Дэшт-и-Кивир почти безжизненно, но не полностью. В самых соленых местах живут экстремофильные бактерии. Они спокойно существуют в такой среде, где ничто другое не выживает. Вообще Азия – чемпион по пустынным крайностям. Здесь есть самые большие пески, самый жаркий полюс и самые холодные пустынные зимы. В центре Азии, далеко от океанов, воздух теряет влагу, еще не долетев до суши. Ветер с Атлантики выдыхается над Европой. С Индийского океана влагу задерживают Гималаи. Так рождаются континентальные пустыни – Каракумы, Кызылкум и Такламакан-с-Гоби. От Ирана на восток через узкую полосу туркменской границы лежит пустыня. Тоже горячая, тоже суровая, но совсем другая. Каракумы. В переводе с тюркского «черные пески». Барханы здесь покрыты темным песком, остатками древних горных пород, которые ветер перемолол в пыль за миллионы лет. Площадь Каракумов 350 тысяч квадратных километров. Пустыня занимает 70% территории Туркменистана. Для местных жителей она все вокруг. В отличие от каменистых пустынь Ирана, Каракумы песчаные, но неоднородные. Есть грядовые пески, есть бугристые, а есть барханные, с дюнами высотой до 20 метров. Климат здесь резко континентальный. Летом температура поднимается до плюс 50 в тени. Песок на поверхности раскаляется. Зимой же бывают морозы до минус 30. И это при том, что снега почти нет. Осадка выпадает до 150 мм в год. Все, что проливается, мгновенно уходит в песок или испаряется. Поверхностных рек в Каракумах нет. Единственная водная артерия – Каракумский канал, построенный человеком. Он тянется на 1400 километров и приносит воду из Амударьи. Без нее здесь не было бы ни городов, ни полей. Кажется, что в черных песках ничего не растет, но это не так.
Из растений саксаул. У него почти нет листьев, а корни саксаула уходят на 15 метров вглубь, добираясь до подземных вод. Древесина у саксаула твердая и тяжелая, тонет в воде и горит как уголь почти без дыма. Это главное топливо пустыни. А часто в фильмах, а кто бывал в пустыне или степи, видел шары. И часто задавали себе вопрос, что это, что за растение? Многие его называют перекати поле или катун, но это не одно растение. Перекати поле могут образовывать разные растения – качим, кермек, солянка. Травы, которые растут в степях и пустынях, к осени высыхают. Тонкий ветвистый стебель обламывается у корня или выдергивается ветром вместе с корнем. Сухой легкий шар катится по полю, подпрыгивая на кочках. По пути этот шар захватывает соломинки, сухие веточки, колючки, семена других растений. Постепенно он скатывается в довольно большой ком, который может перекатиться на десятки километров. Они бывают как маленькие, так и огромные. Но главное не размер, главное семена. Ветер трясет шар, и из него, как из перечницы, высыпаются зерна. Так пустыня сама себя сеет за сотни километров от того места, где выросла. Каракумы выглядят безжизненными. Черные пески, жара и ветер. Но присмотритесь, здесь есть свои хозяева. Каракал, он же степная рысь, главный хищник пустыни. Уши с черными кисточками, а лапы покрыты жесткой щеткой, чтобы не проваливаться в песок. Джейран, его главная жертва, маленькая газель с тонкими ногами и изящными рогами. Быстрая, выносливая, может долго обходиться без воды. Бежит быстрее каракала, но хищник полагается на внезапность. А нет Джейранов, будем охотиться на птичек. Это он может. Прыгает на 4 метра и сбивает птицу прямо на взлете. А саксаульная сойка, сторож пустыни, увидела опасность, закричала, предупредила всех. Пустынный ворон крупнее обычного, с коротким клювом. Он всеяден и не брезгует падалью. Но самая удивительная птица – ребок. Он летает за водой за сотни километров, а когда возвращается, птенцы не пьют клювом, они впитывают влагу из намокших перьев. Каракумы остаются за спиной. Черные пески сменяются красными. Мы пересекаем Амударью, великую реку, которая кормит пустыню водой, но сама теряется в песках. И вот она, другая пустыня, тоже песчаная, но другого цвета. Кызылкумы, в переводе с тюркского «красные пески». Цвет здесь действительно красноватый, терракотовый, оранжевый из-за оксида железа, покрывающего песчинки. Площадь 300 тысяч квадратных километров. Пустыня раскинулась между реками Амударья на востоке и Сырдарья на северо-востоке. Рельеф здесь разнообразнее, чем в Каракумах. Есть грядовые пески, есть барханные цепи, а есть такыры, глинистые равнины, которые после дождя растрескиваются на правильные многоугольники, и солончаки, белые пятна среди красного песка. Климат сухой, резко континентальный. Летом плюс 50, зимой до минус 30, осадков до 200 мм в год. Мало, но больше, чем в Каракумах. И главное богатство кызылкумов – подземные воды. Они залегают неглубоко, и там, где вода подходит близко к поверхности, возникают оазисы. Самые знаменитые – это Бухара и Хива. Древние города на краю пустыни, перекрестки караванов, жемчужины шелкового пути. Растения здесь те же, что и в Каракумах. Саксаул, песчаная акация, полынь и эфемеры. Но есть и уникальные, например, кызылкумский тюльпан. Он цветет весной всего несколько дней, и в эти дни пустыня преображается. Животные тоже знакомые. Джейран, каракал, степная лисица, барханный кот, но есть и те, кого больше нигде не встретишь. Кызылкумский горный баран, его еще называют бухарский уриал. Он обитает на скалистых останцах посреди песков. А еще здесь водится ядовитая эфа, змея, которая передвигается боком, оставляя на песке косые следы. Ее укус смертелен, но эфа предупреждает. Перед броском она сворачивается в кольцо и трется витками друг от друга, издавая характерный шипящий звук.
На западе за Аральским морем лежит плато Устюрт. Его обрывы Чинки поднимаются за 300 метров. Здесь почти нет песка, только глина и щебень. Ветер выдул всю мелочь, оставив каменистую пустыню. По Устюрту кочуют сайгаки, антилопы с хоботком. Еще западнее у берегов Каспия рын-пески. Пески начинаются у села Хан-Ардасы, западно-казахстанской области Казахстана, которое ими сильно занесено, и от него идут на юго-восток полосой до 40 км в ширину и до 160 в длину. Все это море песков или барханов представляет собой местами довольно высокие холмы, до 15 метров высоты, состоящие из совершенно чистого красновато-желтого цвета песка. Пески здесь мелкие, дюны низкие, но все равно пустыня. Настоящая. Но мы с вами пойдем в другую сторону, на восток, за Кызылкум, за Сырдарью, за Тянь-Шань, могучие горы, которые отделяют Среднюю Азию от Китая. Перевалив через хребты, попадаем в Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Там расположен бескрайний Такламакан. «Войдешь, не выйдешь», так переводится имя. Такламакан – море смерти. Такламакан – вторая по величине песчаная пустыня мира, после Руб-аль-Хали. Ее площадь 270 тысяч квадратных километров. Пустыня лежит во впадине между Тянь-Шанем на севере, Куньлунем на юге и Памиром на западе. Горы со всех сторон. Так называемая дождевая тень идеальная. Влажность Индийского океана сюда не доходит, Северного Ледовитого тем более. Осадков до 100 мм в год. Летом температура поднимается до 50, песок раскаляется, зимой же морозы до минус 20. Перепад 70 градусов. За день, кстати, может быть так же. Днем плюс 40, а ночью 0. Пустыня почти полностью песчаная. Дюны здесь высотой до 300 метров, как небоскребы. Ветер двигает их со скоростью несколько метров в год, поэтому карты Такламакана нельзя составить раз и навсегда. Ландшафт меняется постоянно. Кажется, что в Такламакане ничего не живет, но это не совсем так. Дикий двухгорбый верблюд Хаптагай бродит по самым безлюдным местам. Он генетически отличается от домашнего верблюда. Его осталось всего около 1000 голов. Он пьет соленую воду из редких источников. Для него это нормально. Из растений лишь саксаул и кустарники по краям пустыни. В центре ничего. Голый песок и тишина, и ветер. Но самое удивительное, люди ходили через это море смерти. Великий шелковый путь не обходил пустыню стороной. Он проходил через нее. Караваны шли по двум маршрутам – северным и южным краям пустыни. Между собой их соединяли редкие тропы, пересекающие пески. Города на шелковом пути процветали, но пустыня не прощала ошибок. Исчезнувшие караваны, заброшенные города, погребенные песками храмы. Такламакан хранит тайны тысячелетий. Археологи до сих пор находят здесь мумии, манускрипты, предметы быта. Все это лежало в песках сотни, а то и 1000 лет. Сухость сохранила их почти нетронутыми. Такламакан не место для жизни, это место для перехода. Исход один – вовремя найти оазис или остаться в песках навсегда. А мы пересекаем восточные отроги Тянь-Шаня. Минуем Турфанскую впадину, вторую по глубине на земле, и ландшафт меняется. Пески становятся мельче, дюны ниже, воздух суше и холоднее. Добро пожаловать в Гоби. Здесь все иначе. Не песчаное море, а каменистая равнина. Ни одного дерева на сотни километров. Ветер гонит пыль, а не песок. А зимой температура падает до минус 40. Гоби – пустыня холода. Гоби – самая большая пустыня Азии. 1 300 000 квадратных километров. Она занимает треть Монголии и север Китая. Название происходит от монгольского «безводное место». И это точно. Но Гоби не похоже на то, что мы привыкли называть пустыней. Песком покрыто всего 5% ее территории. Остальное – каменистые равнины, хамады, глинистые такыры, солончаки и горы. Невысокие, сглаженные ветром хребты, которые торчат посреди равнины, как скелеты вымерших зверей. Климат здесь резко континентальный. Летом до 45, зимой до минус 40. Перепад за год 85 градусов. Ветер дует почти всегда.
Зимой снежные бури, летом пыльные, осадков от 50 до 200 мм в год. Но из-за холода влага почти не испаряется, поэтому Гоби пустыня, но в ней есть пастбище. Жесткая трава и кустарники покрывают равнины. Этого достаточно, чтобы здесь паслись миллионы овец, коз и верблюдов. Но главное сокровище Гоби не пастбища, а динозавры. В 1920-х годах американский исследователь Рой Чепман Эндрюс организовал экспедицию в пустыню Гоби и нашел то, что потрясло мир. Впервые в истории ученые обнаружили яйца динозавров. Потом были скелеты. Гоби оказалась гигантским кладбищем. Останки не разрушались миллионы лет. Сухой воздух и быстрое погребение в песке сохранили кости в идеальном состоянии. Динозавры вымерли, но жизнь не ушла. Это кулан, дикий центральноазиатский осел. Бегает до 70 км в час. Его почти истребили, но сейчас численность восстанавливается. Джейран – газель с черными очками вокруг глаз. Она живет на открытых равнинах и при опасности убегает зигзагами, сбивая хищника с толку. Дзерены – очень симпатичные антилопы, предпочитающие сухие степи и окраины пустынь. Китайская горная кошка, ее еще называют гобийской серой кошкой, редчайший хищник, который живет высоко в горах Тибета и на окраинах пустыни Гоби. Охотится на грызунов, слушая их под землей. У нее голубые глаза и густая шерсть. Почти не изучена. И верблюд. Гобийский, двугорбый верблюд. Правда, домашний, не дикий. Кочевники пасут его тысячи лет. Без него жизнь в Гоби была бы невозможна. А мы, дорогие друзья, отправляемся в Южную Америку. Южная Америка – материк с самыми необычными пустынями. Они не похожи на Сахару или Гоби. Здесь нет бесконечных песчаных морей. Здесь царство камня, соли и ветра. Есть две главные причины, почему они появились. Первое – перуанское течение. Холодная вода идет вдоль берега Перу и Чили с юга на север. Она охлаждает воздух. Холодный воздух не может подниматься вверх. Облака не образуются, дождей почти нет. Вторая – это Анды. Могучая горная стена забирает последнюю влагу на своих восточных склонах. Западные склоны, обращенные к океану, остаются сухими. Это классическая дождевая тень. Холодное течение плюс горы – два фактора, и родились самые сухие пустыни планеты. И пустыня Атакама – одна из самых сухих неполярных пустынь в мире. Чемпион по сухости. Площадь 140 тысяч квадратных километров. Пустыня тянется вдоль Тихоокеанского побережья Чили. В этой пустыне в некоторых районах дождей не было 400 лет. Кажется, что здесь не может ничего жить, но жизнь есть, и она удивительна. Каменные бактерии. Они живут внутри скал, питаясь минералами и энергией света, который проникает через полупрозрачные кварцы. Им не нужна вода, им не нужен воздух. Они живут там, где по логике жизни быть и не должно. Есть кактусы. В Атакаме растет эхинопсис. Медленный, колючий, выносливый. Он прибавляет по 1 сантиметру в год. Столетний кактус метр ростом. Спешить некуда, воды все равно нет. Животная жизнь в самой сухой пустыне мира – редкость, но она есть. На соленых озерах живут анские фламинго. Они питаются артемией, соленой креветкой, которая дает перьям розовый цвет. На побережье гнездятся пингвины Гумбольдта, холодолюбивые птицы, которым подходит прохладное перуанское течение. На окраинах из млекопитающих лисица Кульпио, анская лисица и серая лисица. Они охотятся на грызунов, ящериц и не брезгуют падалью. Делаем вывод, значит еще там водятся грызуны, а также насекомые и ящерицы. А мы пересекаем Анды, самую длинную горную цепь планеты, переваливаем через хребты, спускаемся с западных склонов на восток, и мир меняется. Здесь уже не та пустыня, нет марсианских пейзажей, нет соляных озер. На аргентинскую землю приходит сухой, холодный, продуваемый воздух. По другую сторону Анд – Патагонская пустыня. Ее площадь 670 тысяч квадратных километров. Это первая по величине пустыня Южной Америки после Атакамы. Но какая разница? Атакама жаркая, а Патагония холодная. Средняя температура здесь всего 13 градусов. Зимой бывают морозы до минус 30. И ветер. Всегда ветер. Он дует с запада, сан со скоростью до 70 км в час. Деревья не выдерживают.
не растут. Ландшафт – каменистое плато, гравий, песок, редкие кустарники, стелющиеся по земле. Ни одного дерева на сотни километров. Реки есть, но они берут начало в Андах и текут через пустыню узкими зелеными лентами. Оазисы жизни среди мертвых камней. И если деревьев здесь практически нет, их заменяют травы и подушковидные кустарники. Главное растение – ковыль, овсяница, азарелла и мулинум. Они растут плотными куртинами, стелются по земле, чтобы спасаться от ледяных ветров. И если есть какая-никакая травка, значит есть и травоядные. И главное травоядное – это гуанако. Дикий родственник ламы. Она может пить соленую воду и пасется там, где другой корм не находит никто. Из грызунов мара, патагонский заяц, который бегает как олень, и вискача, похожая на помесь шиншиллы с белкой. Из хищников пума и патагонская лисица. Пума охотится на гуанако, а лиса на грызунов. По пустыне бегают нанду, южноамериканские страусы, а на побережье обитают магеллановые пингвины. Они тысячами гнездятся на мысах Патагонии и совсем не боятся людей. Есть еще одна пустыня – Сечура, и она не маленькая. Это прибрежная пустыня на северо-западе Перу. Ее площадь около 190 тысяч квадратных километров. Она тянется узкой полосой между Тихим океаном и Андами. Ширина от 20 до 100 километров, длина более 1000. На юге Сечура постепенно переходит в пустыню Атакама. Климат здесь крайне засушливый. В среднем выпадает 50 мм осадка в год, а в некоторые годы дождей не бывает вовсе. Основной источник влаги – это туманы, известные как гаруа. Они приходят с океана, поднимаются по склонам и конденсируются, давая пустыне минимум необходимой влаги. Растительность редкая, но хорошо приспособленная. Главное дерево – альгароба, родственник акации, способный добывать воду из глубинных слоев почвы. В оазисах встречаются ивы. На склонах, где оседает туман, растут тилансии, удивительные растения, которые практически не используют корни и получают влагу прямо из воздуха. Животный мир тоже не богат, но уникален. Главный эндемик – сикуранская лисица. Небольшая, размером с домашнюю кошку. Она обитает только здесь и на юге Эквадора. Лисица ведет ночной образ жизни и питается грызунами, насекомыми и ящерицами. Среди птиц фламинго, крачки и кулики, особенно в прибрежных и временно увлажненных зонах. Также встречаются грифы и дятлы. Из амфибий некоторые виды жаб, что необычно для пустыни и связано с локальными источниками влаги. А теперь на север, через экватор, через Центральную Америку и Панамский перешеек, туда, где начинается совсем другой мир пустынь, с иными законами и другими формами жизни. В Северной Америке 4 главных пустыни. Они расположены не случайно. Причина – дождевая тень. Влажные ветры с Тихого океана идут на восток. На пути горы Сьерра-Невада и скалистые горы. Они перехватывают влагу, проливают ее на западных склонах, а на восточных склонах и за горами осадков почти нет. Плюс широта. Так родились 4 пустыни – Сонора, Мохаве, Чиуауа и пустыня Большого бассейна. Сонора – одна из самых жарких пустынь Северной Америки, расположенная на территории США и Мексики. Ее площадь около 260 тысяч квадратных километров. Она охватывает штаты Сонора и Нижняя Калифорния в Мексике, а также Аризону и Калифорнию в США. Главная особенность климата – 2 сезона осадков – зимний и летний, связан с муссонами. В среднем выпадает до 300 мм осадков в год, что делает Сонору одной из самых влажных среди жарких пустынь. Благодаря этому ее часто называют самой зеленой пустыней. Здесь одно из самых высоких биоразнообразий среди пустынных экосистем. Символ Соноры – это кактус сагуаро. Он вырастает до 15 метров, живет до 200 лет и начинает ветвиться только спустя десятилетия. Его складчатый ствол способен расширяться после дождя, накапливая 1000 литров воды. Рядом растут и другие кактусы. Органный кактус с множеством вертикальных стеблей, бочкообразные кактусы и опунции с плоскими сегментами. Среди деревьев выделяется пало-верде. Оно почти без листьев и фотосинтезирует зеленой корой. Криозотовый куст известен характерным запахом дождя и может образовывать колонии возрастом в 1000 лет. Животный мир разнообразен. Здесь обитает едозуб,
один из немногих ядовитых ящеров, а также койоты, рыси, зайцы и чернохвостые олени с велорогами. Дорожные бегуны, быстрые наземные кукушки охотятся на змей. Среди рептилий распространены гремучие змеи. Всего в регионе насчитывается сотни видов птиц и десятки видов рептилий и амфибий. На юге Аризоны, недалеко от города Тусон, сохраняются редкие заходы ягуаров. Это северная граница их ареала, а дельта реки Колорадо, некогда богатая экосистема, сегодня сильно сократилась из-за плотин и водозабора. А наша дорога уходит на восток, оставляя позади кактусы сагуара и соленый воздух Калифорнийского залива. Пустыня Сонора постепенно сменяется суровым величием Сьерра-Мадре. Здесь земля поднимается выше, воздух становится суше и прохладнее, песчаные дюны уступают место каменистым плато и глубоким каньонам. Чиуауа – край бескрайних горизонтов и молчаливых гор. Это место стало родиной не только для легендарных воинов Апачи, но и для самой маленькой собачки в мире, получившей имя в честь этой земли. Только знаем мы ее под именем Чихуахуа. Трудности перевода. Чиуауа – это самая большая жаркая пустыня на всем континенте. Ее площадь более полумиллиона квадратных километров. Она занимает север Мексики и юго-запад США, большая часть западного Техаса, долины Рио-Гранде и Пекос в Нью-Мексике, часть юго-восточной Аризоны и огромные мексиканские плато. На западе Чиуауа граничит с Сонорой, но они совсем разные. Чиуауа – пустыня молодая. Ей всего 8000 лет. Она лежит в дождевой тени двух горных хребтов Сьерра-Мадре. Горы блокируют влагу из Тихого океана и с Мексиканского залива. Осадков здесь больше, чем в Соноре, до 400 мм в год, но из-за высоты климат мягче, летом до 40, зимы прохладные, с заморозками. Большая часть дождей выпадает в конце лета с июня по октябрь, во время североамериканского муссона. Криозотовый куст доминант на гравийных почвах. Акация, солянки, юка, опунция, везде. Деревья встречаются редко, но во врагах и поймах растут пустынные ивы и мескиты. Травы, синяя грамма, волосистая грамма, щелочной сакатон местами достигают пояса лошади. Ранние испанские исследователи описывали такие луга. Много эндемиков, личугилья, она же агава, акатилья, молочай и кактусы, свойственные только этому региону. Среди всех жарких пустынь мира она занимает одно из первых мест по видовому богатству и числу эндемиков. Более 350 видов птиц, 100 видов рептилий, 20 видов амфибий, 30 видов местных рыб, множество видов пчел. Ни одна пустыня не может похвастаться таким количеством. Еще одно чудо – это небесные острова. Горные хребты Сьерра-Мадре, Франклин, Дэвис, Сакраменто, Гваделупе поднимаются посреди пустыни. На их вершинах прохладный влажный климат, хвойные и лиственные леса. Эти острова жизни – убежище для видов, которые не выживают внизу. Здесь обитают велороги, черные медведи-барибалы, белохвостые и чернохвостые олени, пекари, койоты, рыси, толстороги и зайцы. Из птиц земляные кукушки, земляные карликовые совы, кактусовые крапивники, более 350 видов птиц. Из рептилий – аризонский едозуб, западная гремучая змея и пустынная игуана. Но регион сильно деградирован. Главная причина – выпас скота. Местные травы вытеснены криозотовым кустом и мескитом. А мексиканский волк был на грани вымирания и до сих пор в списке исчезающих видов. А мы продвигаемся на северо-запад континента, где нас ждет Мохаве. Это самая маленькая и самая сухая пустыня Северной Америки. Под боком Голливуд. А в самой пустыне Лас-Вегас. Мохаве самая знаменитая пустыня США и самая маленькая из 4 североамериканских, чуть более 35 тысяч квадратных километров. Но какая? Долина смерти, дерево Джошуа, вторая по высоте температура на Земле. Все здесь. Пустыня названа в честь индейского народа Мохаве. Ее границы четкие. На северо-востоке горы Техачапи, на юге хребты Сан-Габриэль и Сан-Бернандино. Два гигантских разлома Сан-Андреас и Гарлок держат ее в гранитных тисках. На севере большой бассейн, а на юге жаркая Сонора.
А вот и отличие. В Мохаве есть юка коротколистная, она же дерево Джошуа. Это растение-маркер пустыни. Где растет, там Мохаве. Где нет, там большой бассейн или Сонора. В этих местах юка коротколистная иногда образует своеобразные разреженные леса, которые тянутся на несколько километров. Климат сухой, жесткий, осадков до 150 мм в год, летом 50 градусов регулярно, в долине смерти рекорд плюс 56, зимой заморозки, перепад почти 80 градусов. Рельеф разнообразен, это и дюны, и соляные равнины, высохшие озера, вулканические кратеры и каньоны. Из растений не только юка. Криозотовый куст, опунция, агава. Мохаве пустыня маленькая и суровая, но и здесь есть жизнь. Койот здесь мельче и худее своего северного собрата. Питается растениями, ящерицами и падалью. Мохавеский суслик – эндемик, который встречается только здесь. Он впадает в спячку с августа по февраль, пережидая жару и засуху. Из рептилий пустынная черепаха-гофер и аризонский едозуб. Неторопливо ползает среди камней. Жабовидная ящерица, пустынная игуана, зеброхвостая игуана, чаквала – все они греются на солнце утром и прячутся в норы днем. А мохавский гремучник – один из самых ядовитых в мире. Птиц Мохаве замечено более 200 видов. Это и бегающие кукушки, и беркуты, ястребы, кактусовые крапивники и многие другие. Из насекомых птицеяды тарантулы, скорпионы и жуки-чернотелки. В 1994 году создан национальный заповедник Мохаве. С тех пор пустыня охраняется. А пустыня Большого бассейна или пустыня Невада по-своему уникальна и значительно отличается от южных пустынь вроде Мохаве или Соноры. Главным определяющим фактором здесь является не только жара, но и специфический рельеф в сочетании с высотностью. Эта область ограничена на западе хребтом Сьерра-Невада, а на востоке скалистыми горами. Горные цепи создают эффект дождевой тени. Влажные воздушные массы с Тихого океана поднимаются по склонам Сьерра-Невады, охлаждаются и сбрасывают все осадки в виде дождя или снега еще до того, как достигнут внутренней части бассейна. В результате регион получает ничтожно малое количество влаги. Термин «большой бассейн» буквально означает, что вся вода, попадающая сюда с осадками или таянием снегов в горах, не находят выхода к морю. Реки либо испаряются, либо впитываются в почву, либо впадают в соленые озера. Самое известное – Большое соленое озеро. В понижениях рельефа образуются плаи, плоские солончаки, которые после дождей превращаются в мелкие эфемерные озера, а затем снова высыхают, оставляя корку соли. В отличие от жарких пустынь, большая часть осадков здесь выпадает в виде снега. Зимы суровые и продолжительные, температура часто опускается значительно ниже нуля, а лето жаркое и очень сухое. Такие резкие колебания температуры создают тяжелые условия для выживания, поэтому местная флора и фауна крайне специализированы. Доминирующим растением здесь является лебеда и полынь трехзубчатая. Она способна переносить как зимние морозы, так и летнюю засуху. А в более высоких предгорьях встречаются древние остистые сосны, одни из самых долгоживущих организмов на Земле, возраст которых превышает 4800 лет. Фауна Большого бассейна уникальна тем, что животным приходится адаптироваться не только к дефициту воды, но и к экстремальным температурным качелям от испепеляющего летнего зноя до ледяных зимних ветров. Велороги, пустынные толстороги, чернохвостые зайцы, пумы и американские барсуки приспосабливаются к этим условиям. И несмотря на засушливость, бесточные соленые озера региона являются критически важными точками для мигрирующих птиц. Американский шелоклюв и ходулочник – эти птицы кормятся на мелководье соленых озер, добывая мелких рачков. Полынный или шалфейный тетерев – эта птица полностью зависит от полыни, которая служит ей укрытием и основным источником пищи зимой. А мы летим на перевернутый континент в Австралию. Австралия по праву считается самым засушливым обитаемым континентом Земли.
Почти половина ее территории – это бескрайние аридные пространства, где доминируют пустыни. Большая песчаная, Гибсона, большая пустыня Виктория и Симпсон. Эти земли сформировались на древних плато, где климат диктует суровые правила выживания. Континент пересекают тропические и субтропические пояса. Летом температура здесь регулярно превышает 40 градусов, а зимой в пустынных районах возможны ночные заморозки. Главная особенность Австралии – дефицит влаги. Большую часть осадков задерживает большой водораздельный хребет на востоке, а у западных берегов Австралии проходит западно-австралийское холодное течение. Холодная вода слабо испаряется, ветра не приносят влагу, наоборот, сушат побережье. Поэтому пустыни в Австралии подходят прямо к океану. Поверхностные воды в пустынях практически отсутствуют. Речная сеть представлена криками, временными руслами, которые наполняются лишь после редких ливней. Озера Австралии, такие как Эйр или Торренс, большую часть времени представляют собой безжизненные солончаковые котловины, покрытые коркой соли. Однако дефицит рек компенсируется гигантскими подземными резервуарами. Большой артезианский бассейн, один из крупнейших в мире, является жизненно важным источником пресной воды для внутренних районов материка. Растительность Австралии характеризуется высокой степенью эндемизма. Главным хозяином песчаных пустынь является спинифекс – жесткий колючий злак, который растет плотными округлыми кочками. Его острые листья минимизируют потерю влаги и удерживают песок от эрозии. В более благоприятных зонах доминируют различные виды акаций, в частности мульга. Эти деревья имеют особую форму кроны, направляющей дождевую воду прямо к основанию ствола. Характерной чертой ландшафта являются скребы, густые заросли кустарников с жесткими кожистыми листьями. После редких ливней пустыня мгновенно преображается. Семена эфемеров, дремавшие в почве годами, прорастают, покрывают красные пески ярким ковром цветов, чтобы успеть дать семена до наступления новой засухи. И животные Австралии приспособились к жаре, перейдя на ночной образ жизни или используя подземные убежища. Здесь обитают рыжие кенгуру, крупные сумчатые млекопитающие пустынь, способные преодолевать огромные расстояния в поисках пастбищ, а крошечные сумчатые мыши и тушканчики получают всю необходимую влагу из пищи. Австралия – мировой лидер по разнообразию ящериц. Удивительный молох покрыт острыми шипами и обладает уникальной кожей, которая впитывает конденсат и росу, доставляя воду прямо в рот животному по микроскопическим канальцам. Австралийские пустыни – это регион с самой высокой концентрацией ядовитых змей в мире. Из-за изоляции континента здесь развились уникальные виды, многие из которых относятся к семейству аспидов. Чтобы выжить в условиях испепеляющей жары и дефицита добычи, эти рептилии выработали невероятно мощные токсины и эффективные способы охоты. Внутриконтинентальный тайпан – самая ядовитая сухопутная змея на планете. Его яд в десятки раз сильнее яда кобры, обитает в глубоких трещинах почвы в засушливых районах пустыни Симпсон. Несмотря на смертоносность, это скрытная и неагрессивная змея, которая меняет окрас в зависимости от сезона. Зимой она темнее, чтобы поглощать больше тепла, а летом светлее. Итак, дорогие друзья, мы познакомились с самыми крупными пустынями нашей планеты. От жарких песчаных просторов Африки до холодных пустынь Азии и даже Антарктиды. Мы узнали, что несмотря на суровый климат, пустыни вовсе не являются пустыми. В них обитают животные, растут растения, которые удивительно приспособились к экстремальным условиям. Они могут долго обходиться без воды, скрываться от палящего солнца или вести ночной образ жизни. Однако такие экосистемы очень хрупкие и легко нарушаются. Пустыни играют важную роль в жизни всей планеты. Они влияют на климат, участвуют в круговороте веществ и помогают регулировать температуру Земли. Но из-за деятельности человека и изменений климата многие территории становятся все более засушливыми, и площадь пустынь постепенно увеличивается. И нет ничего хуже, когда нарушается баланс. Вы думаете, пустыня — это плохо?
плохо? Нет, пустыня это нормально. Если она сложилась сама за миллионы лет, беда наступает, когда баланс рушится. Вырубили лес в верховьях реки, пустыня наступает вниз по течению. Перепасли скот на одном пастбище, песок накрывает соседние деревни за год. Выкачали подземную воду, которая копилась тысячи лет, и через десятилетия оазис превращается в солончак. Примеров много. Аральское море не море, а соленая пустыня посреди Кызылкумов. Сахель в Африке, некогда саванна, сегодня голые пески, где дети умирают от голода. Калифорния, орошаемые поля превратились в пустыню из-за солености почв. Такие пустыни, как на месте Арала, не пустыня. Это катастрофа. Это высохшее море. Там нет ни животных, ни растений, ни людей. Только соль, которую ветер несет за тысячи километров, отравляя легкие и воду. Самая страшная пустыня не Сахара и не Гоби. Самая страшная пустыня – та, которую создал человек. Хуже пустыни может быть только пустыня, которой здесь не должно было быть. Пустыни были на земле задолго до нас и будут после. Они не злые и не добрые, они просто есть. Но баланс – это всегда хрупкая вещь. И человек, превращая зеленые земли в песок, не побеждает пустыню. Он создает новую, без жизни, без надежды, без возврата. Мы не можем отменить пустыню Сахару или Гоби, но мы можем остановить те пустыни, которые рождаются по нашей вине. И именно от наших действий сегодня зависит, каким станет мир завтра. Рациональное использование природных ресурсов, защита лесов, восстановление почв и бережное отношение к воде способны остановить разрушительные процессы. И сохранение природы – это наша ответственность перед будущими поколениями и всей планетой. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.